Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить торт «Дамские пальчики» в новой версии. Так сказать, обновленная классика. Нежнейший домашний торт без коржей, из заварных пальчиков, пропитанных воздушным сметанно-карамельным кремом, с орехами и черносливом. Торт мягкий, сочный, идеальный для праздника и семейного чаепития. Он тает во рту. Для приготовления заварного теста мне понадобится в сотейник вливаю воду, добавляю сливочное масло и соль. Эту смесь надо довести до кипения. На самом деле в приготовлении заварного теста нет ничего сложного. Надо просто соблюдать некоторые правила. Муку надо заранее просеять. И всыпаем просеянную муку в закипевшую смесь. И сразу очень интенсивно лопаткой завариваем тесто. Тесто должно собраться в один единый ком, стать таким гладким, однородным. И на дне кастрюли образуется легкий налет. Обязательно хорошо все перемешиваем. Посмотрите, буквально за 1 минуту вся мука заварилась. Тесто стало вот таким гладким, собралось в один ком, и на дне кастрюли образовался налет. Перекладываю тесто в миску. Немного его вот так раскрою, чтобы выходил лишний пар. Сейчас прямо в горячее тесто я буду добавлять по 1 яйца. Отправляю первое яйцо в тесто и хорошо перемешиваю. Только после того, как хорошо вмешали первое яйцо, добавляем следующее. Я хорошо вмешала 3 яйца. 4 я буду добавлять постепенно. Я его разболтаю вилкой. Очень важно, чтобы яиц не получилось слишком много, чтобы тесто не получилось жидким. Я добавляю примерно половину яйца и хорошо перемешиваю. И сейчас я проверю консистенцию теста. Оно должно лениво стекать с лопатки и образовывать язычок. Вот такой. Тесто получилось как раз идеальным. У меня ушло в него 3,5 яйца. Тесто я перекладываю в кондитерский мешок с насадкой «Открытая звездочка». Можно использовать любую насадку, хоть просто круглую. Здесь это не так важно. Противень я выстелила пергаментной бумагой и на него отсаживаю полосочки теста. Такие небольшие эклеры. Держим мешок под углом 45 градусов и отсаживаем на расстоянии друг от друга. Пальцем, смоченным в воде, можно слегка пригладить хвостики. Вот у меня получились такие полосочки, очень похожие на дамские пальчики. Я не делала их слишком толстыми. И теперь противень я отправляю в хорошо разогретую до 200 градусов духовку сначала на 15 минут, затем снижаю температуру духовки до 170 градусов и выпекаю еще примерно 20 минут. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ духовки. Тесто должно хорошо подсушиться в духовке. Первая партия эклеров испеклась. Посмотрите, как они хорошо подсушились. Перекладываю их на решетку и оставляю остывать. И, конечно, сразу отправляю выпекаться вторую партию. Отсаживаю тесто на том же листе пергамента. Вторая партия эклеров также уже испеклась. Оставляю остывать. Посмотрите, все эклерчики получились вот такие. Хрустящие, великолепные. Полностью внутри. Для приготовления крема мне понадобится готовлю супер быстрый и вкусный крем со сметаной и вареной сгущенкой. Добавляю сгущенку к сметане. Также по желанию можно добавить экстракт ванили. И теперь хорошо все перемешиваю венчиком. Если хотите, конечно, можете взбить и миксером, но в принципе это вообще абсолютно не нужно. Рекомендую использовать густую сметану, 25-30%. Получается вот такой очень вкусный сметанный крем с вареной сгущенкой. Буквально за 1 минуту. По желанию в торт можно добавить любые добавки. Я хочу добавить чернослив
и орехи. Немного все порежу. Чернослив режу вот на такие кусочки. Он у меня очень мягкий, поэтому я его не замачиваю. И также средними кусочками порублю орехи. Мой торт я собираю очень просто. Беру эклер, отправляю его в крем и сразу на тарелку. И таким образом промазываю кремом все эклеры и выкладываю их на тарелку. Собираю все такой горочкой. Или можно сказать такой поленницей. Выкладываю в виде поленницы. Здесь уже как вы хотите, в каком порядке вы хотите выкладывать эклеры. Выкладывать их ровно или поперек. Делаю такой сначала нижний слой. Если надо, эклеры можно разломать. Сверху на этот слой выкладываю немного орехов и чернослив. И продолжаю выкладывать эклеры в креме. Наши дамские пальчики. Этот торт очень простой. Здесь не надо никаких таких заморочек. Каждый следующий слой получается чуть меньше предыдущего, чтобы получилась такая горочка. Я лично просто обожаю этот торт. Он такой простой и какой же вкусный получается. Снова добавляю слой орехов и чернослива. Вообще люблю выпечку из заварного теста. Все готовится очень быстро и просто. И так собираю все до конца, пока не закончатся пальчики и крем. Кстати, крем у меня здесь не очень сладкий. Если хотите, вы можете добавить чуть больше сгущенки. На мой взгляд, уже выглядит все шикарно. И выкладываю последний слой. Я выложила все эклеры и сейчас вот наношу остатки крема. Ничего все промазывать тщательно не надо. Это в этом и прелесть этого тортика, что все такое как бы сборное получается. Очень красиво. Чем-то напоминает торт «Графские развалины», да? Весь тортик я вот так немного прижму, чтобы он принял форму как надо. Уже нижние эклеры становятся мягкие. Сверху присыпаю оставшимися орешками и черносливом. Вы только посмотрите, какой красавец торт получился. И буквально все готовится ну так быстро, я не знаю, вообще без каких-либо заморочек. Отправляю его в холодильник для пропитки часиков на 5-6. Но если у вас душа просит, вы можете подать его и раньше. Вы только посмотрите, какая красота получается. Торт, конечно, очень высокий. Его еще дополнительно можно потом разрезать ярусами. Торт получается нежнейший. Он очень быстро пропитывается. Поэтому фактически 3-4 часа его можно подавать к столу. Именно этот сметанно-карамельный крем делает его удивительно вкусным вместе с черносливом и орешками. Я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!